Друзья, добрый вечер, серферы, бездельники, наши любимые девианты, медоеды, медианты, кельты всех групп крови. Значит, приветствуем в нашем вечернем эфире. И у нас в гостях Сергей Дацюк, как я обещал. Да, здравствуйте. Да, он, видите, живой, здоровый, как бы там полон силы, творческая энергия. У нас перед этим был эфир с Константином Гадаускасом, волонтером, который в Буче вывез из оккупации 203 человека. Я вам советую посмотреть просто этот офигеннейший эфир, потому что позитивную энергию, которую этот человек излучает, стоит ощутить, это дорогого стоит. И я сразу призываю вас 7 ноября пойти на фильм «Буча», который значит, создан на основе вот реальной истории этого реального человека и того, что там происходило. А где он будет? Он будет везде, то есть во всех кинотеатрах. Он начнется во всех кинотеатрах Украины. Сергей Аркадьевич, кстати, тоже смотрел вместе с супругой. Мы еще зимой организовали показ. Поэтому я это специально говорю, потому что этот эфир очень, я думаю, достаточно много людей посмотрят. И вот чтобы эти охваты пошли на пользу. Поскольку фильм «Буча» — это фильм, который задает позитивную перспективу Украины. Он о преодолении человека, о добре, которое есть в человеке. И я уверен, что вы не пожалеете, что сходите на этот добротный, очень, очень добротный и такой хорошо сделанный фильм. Вот. И мы сегодня поговорим с Сергеем Аркадьевичем о чем. Я назвал этот эфир «Логика перехода». Почему? Потому что Сергей Аркадьевич резонно задал вопрос: логика перехода и куда, как бы, да. И я пошутил, что из ниоткуда в никуда, как у Пелевина в Generation P там в одной из глав как бы была такая фраза. И я размышляю что, по сути, осталось 2 недели, сколько там сегодня, 25 число, осталось 2 недели до президентских выборов в США. И президентские выборы в США по своему окончанию, они запустят множество... Если они закончатся. Если они закончатся. Они могут мягко перетечь в гражданскую войну. Да. И, кстати, 25% американцев считают, что это возможный сценарий. Да, это не только 25%. Собственно, как бы этот прогноз висит над Америкой очень давно, уже больше 10 лет. Да. И поэтому, если они благополучно закончатся, благополучие это означает, что мы будем четко знать, кто президент США, Трамп или Харрис, то после этого начнется запуск тоже веера сценариев там, да, в Европе, в Азии и относительно Украины, потому что Украина напрямую привязана к исходу выборов в Соединенных Штатах. И, как мне кажется, мы входим вот в этот двухнедельный этап, как корабль, который плывет по течению. Там, условно говоря, хотя президент на протяжении там последнего месяца плодит эти планы, там его администрация плодят один за другим. План внешний, план внутренний, план еще там какой план плана там и так далее, и так далее. Но общее ощущение того, что мы отдаемся как бы на поталу внешних факторов, что вот там будет сформировано там условно либо окончательное, либо окончательно промежуточное решение украинского вопроса в форме подморозки, либо не подморозки. И как минимум на несколько следующих лет будет сформирована некая конструкция, в которой Украина будет находиться. И дальше вопрос, как Украина будет отвечать, собственно, на новую геополитическую ситуацию, которая вокруг нее сложится, какой формой социальной организации. Можно я прицеплюсь сразу? А вот когда ты говоришь Украина, это кто? Украина это... Когда ты говоришь, Украина будет отвечать, это кто? Украина это совокупность людей, которая живет на данной территории, которая организована в форме государства, которое носит одновременно... Из этого ты исключаешь ту совокупность, которая в Европе, и ту совокупность, которая на оккупированных территориях? Не исключаю. Не исключаю, конечно. Ты же говоришь на этой... формально на этой территории, но неформально мы и за ее рамками. Сколько сейчас миллионов в Украине? Не знаю, миллионов, наверное, 25-30, где-то так. Еще недавно считали, что их 27.
Но, сколько я знаю, люди, занимающиеся подсчетом по косвенных признаках, оценивают в 23 миллиона. Но поскольку ни у кого нет желания пересчитывать в ближайшее время, то будем основываться вот это, ну, как бы опираться на эту цифру от 23 до 27 миллионов. И с этой точки зрения принимать решения будут не все. Сценарии уже обнажились. Обнажи их. А? Тогда обнажи их. Да, то есть как бы в кои-то веки я не был на круглых столах лет 8. Но тут собрался круглый стол в малом зале, в белом зале Малой Академии наук, ну это вот на Владимирской, где, собственно, мы поговорили, как бы, ну, некоторые эксперты, которые почтили своим присутствием нас, там Алексей Куч, Андрей Ямалаев, Зеленин, ваш покорный слуга. И как бы я попытался оценить, ну, там Бортник, Минаков из Италии были. И я попросил оценить, ну или как бы отрефлексировал то, что люди говорят. Я говорю, смотрите, когда началась война, мы, украинцы, предполагали, что произойдет раскол России. И если мы в этом, ну даже не то что победим, но покажем себя очень уверенно, то мы станем координаторами новых национальных движений на постсоветском пространстве. Ну да, как состоявшаяся нация становится координатором всех бывших постимперских наций на пространстве России, а также и тех, кто уже представляет собой отдельные республики. В общем, у нас был такой сценарий. Этот сценарий где-то летом 23 года, то есть в прошлом году, был закрыт. Собственно, целым рядом политических, не военных, подчеркиваю, не военных, политических ошибок был закрыт. Теперь вот тот план, который представил Зеленский, говорит о другом сценарии. Мы не то что отдаемся, как ты говоришь, Запад, мы продаемся. Это, конечно, отвратительно выглядело, когда человек совершенно официально заявляет, что у нас есть ресурсы, а у вас есть оружие, мы как бы предлагаем вам вот такой Ченч. вот, да, то есть как бы по существу продажа, и парламент аплодирует. То есть выглядело это, конечно, мерзко, но увы. И этот план, собственно, мы предлагаем Западу себя в качестве гарнизона восточных границ Европы. Под определенные обязательства с его стороны, берем на себя свои обязательства. Это не похоже ни на вступление в Европу, ни на вступление в НАТО. Это другого типа договор, это вассальный договор. Мы пытаемся воспроизвести вассалитет внутри страны, сословное общество, или принятое в сословном обществе отношение вовне. А наши партнеры не знают, как к этому относиться, потому что для них это выглядит дико. И это совсем другой сценарий. На этой неделе, буквально вот пару дней назад, запущен другой сценарий. Там подписывается целый ряд людей, национал-патриотов. Он называется «Культ наступ». Ну там, где вот был Кремень, где, ну вот как бы это все вот это вот идут отголоски. Есть отдельный сайт, на нем вывешен манифест «Культ наступа». Суть «Культ наступа» в следующем. Это тоже мерзкая вещь. Нам не удалось на фронте с внешним врагом, но теперь мы внутри Украины покажем Кузькину мать врагу. Русскоязычным. Да, ну понятное дело. Это, конечно, тоже мерзко выглядит. Почему мерзко? Да? Вот казалось бы, это же такие благородные вещи. Украинский язык, украинская культура в противостоянии русской культуре, которая как бы агрессор. Но суть состоит в том, что нация не удерживает свою культуру культурными средствами. То есть для того, чтобы иметь инновационную культуру, продвигать
то, что называется иные видения, иные подходы, какие-то достижения в искусстве, в литературе, шедевры, интересные идеи, философские произведения, научные открытия, инженерные изобретения, нужна цивилизационная рамка. То есть ты не можешь просто внутри культуры не то что удержать культуру, а осуществлять ее наступление на другие. Потому что за культурой обычно стоит система мотивации, которая либо религиозная, либо научно-идеологическая, либо она имеет признаки некоторого трансцендентного свойства, которое вот как бы на грани между идеологией и религией. И в общем это вещь этического плана. Чего нет в манифесте «Культ наступу»? Там нет этики. От слова вообще. То есть на основании чуждости другая культура объявляется неприемлемой. И граждане все это наблюдают с тихим ужасом, потому что они видят реальность этого. То есть как только объявилось десятки инвалидов среди прокуроров, так сразу запустили культ наступ. Да? И вот эти циклы, их же можно на протяжении всей как бы независимости Украины посмотреть. Как только большой какой-то скандал, так сразу запускается какой-нибудь мовный срач, или какой-нибудь культ наступ, или что-то в этом духе. Манифест культ наступа — это по сути армавир Зеленского, вот, который как под конец Порошенко появился во второй половине срока. И это уже как бы признак кризиса. Потому что ничего... это уже не кризис, это уже агония. Агония, да. И смотри, что тут как бы... Проблема же не в том, что украинский язык. Проблема не в том, что украинская культура. Проблема в том, что тебе достаточно одеть вышиванку и заговорить украинскую мову, как тебе простят и твою коррупцию, и то, что ты олигарх и работаешь с Медведчуком. И ну как бы буквально все. И то, что ты как бы инвалид и как бы поддельный инвалид на фронт и так далее. То есть все тебе простят за то, что ты патриот. И вот эта вот патриотическая всеядность, или, скажем так, этическая всеядность патриотизма, вот так будет точнее, вот она отвращает очень многих людей от вот этого агрессивного патриотизма. Потому что по большому счету это национал-социализм, это фашизм, это тоталитаризм. И как бы когда там предъявляют, периодически я там читаю в комментариях, что ну вот посмотрите, там вот есть люди, которых поддерживает народ. А вот Дацюка, Романенко, там Арестовича народ не поддерживает. Ну, давайте я вам напомню, что Гитлера очень сильно народ поддерживал, Сталина очень сильно поддерживал народ. А вот странное дело Черчилля, после войны народ, как бы, ну, при войне он еще, скрипя сердце, его поддерживал, а после войны не захотел поддерживать. Да по большому счету и де Голля с поддержкой у него было не очень, ему пришлось уехать, и лишь потом, как бы уже когда было понятно, кто победил, его поддержали, и то, это была такая поддержка прежде всего элитного свойства, поскольку Франция хотела восстановить свое доброе имя через де Голля. То есть он получил элитную поддержку как желание Франции моральной компенсации за то унижение, которое она претерпела. Потому что она же не сопротивлялась. И внутри каждого француза жило это оскорбление, что они это допустили, и они вынуждены были быть в оккупации. Мы окажемся в такой же ситуации и будем пытаться как-то поддерживать то, что, собственно, неохота нам поддерживать. И боюсь, что этическая всеядность с нами сыграет плохую шутку. Не быть поддержанным — это не означает быть этически неправым. 100%. Да, в этом смысле, как бы, ну, я не работаю на как бы поддержку. Потому что я понимаю, насколько это все зыбко. Но что для меня абсолютно, это некоторая моральная убежденность. А мораль — это всегда как бы установка предельного свойства. То есть мораль, она же не личностная, когда есть группа, не групповая, когда есть нация, и не национальная, когда есть цивилизация, и даже не цивилизационная, когда есть человечество. То есть мораль всегда на ступеньку выше от того, с чем ты себя идентифицируешь.
То есть мораль всегда больше идентификации. То есть если ты идентифицируешь себя с нацией, то твоя мораль должна быть цивилизационной. С цивилизацией человечественная. Мораль выходит за рамки нации. Всегда выходит за да. Потому что иначе у тебя нет достоинства как бы вовне, нет движения. Мораль куда-то тебя ориентирует, ведет. То есть если у тебя национальная идентичность, мораль должна открывать тебе дорогу в цивилизацию. А если у тебя цивилизационная идентичность, она должна открывать тебе дорогу в человечество. Вот так устроена мораль. То есть достоинство всегда немного больше, чем твоя идентичность. Если у тебя достоинство равно идентичности, то ты эгоист. Ну, групповой, национальный. И этот эгоцентризм очень быстро тебя замыкает в себе, рекурсивно замыкает, делает самозамкнутым и самодостаточным. И ты вырождаешься. Вот вырождение. Поэтому этот манифест культнаступа, это манифест вырожденцев. Обратите внимание, национальных вырожденцев. Это при том, что внутри себя мы понимаем, что они правы, да, надо продвигать украинский язык и украинскую культуру, да, но не в виде наступления. Во время войны мы не можем избежать того, чтобы культура воевала. Она должна воевать. Но это же надо понять, за что она и против кого она должна воевать. Она должна воевать не с культурой и не за культуру. Она должна воевать этическим образом. И среди подписантов там же есть философы. И никто из них вот этих элементарных вещей не растолковал. То есть это такой интеллектуальный упадок, что я просто даже, ну как бы, мне опускаются руки, когда я это все вижу. Ну ты знаешь, вот я сейчас это все слушаю, ну абсолютно принимаю как бы эту позицию, и я это все слушаю, и у меня перед глазами вот Гадаускас, который сидел здесь слева от меня буквально полчаса назад, и который рассказывал вот этот вот случай в Буче, когда ФСБшник сказал ему, что он должен больше не будет приезжать, что он запрещает ему приезжать, если он приедет в следующий раз в Бучу, то он его расстреляет. И Гадаускас как бы подошел к людям, сказал, что больше ему не разрешают приехать там, и возможно это там последний раз. Но потом он подошел к ФСБшнику, а тот стоял, смотрел, едет он или нет. Он подошел и говорит, что вот Бог мне велит вернуться, вот ты ради Бога, как бы ты что, не позволишь мне этого сделать, как бы там, да? И тот ему разрешил. Он на него посмотрел и сказал, ради Бога я это разрешу. Разрешил человек, который осуществлял там ну, как бы зачистки, расстрелы и все остальное. Обратите внимание, это разговор межличностный. Он не апеллировал ни к нации, Да. ни к России, ни к имперской идее. Он межличностный, то есть он нашел способ, да, вывести разговор на тот уровень, где все равны. Да. Да, где он не сказал, что я за нацию, а ты за империю, и поэтому вот он к этому не апеллировал. Да. Он нашел моральную позицию, да, над. Я поэтому этот пример привел. Из нее, да, попытался апеллировать. Мне кажется, что если мы как бы попытаемся найти эту позицию моральную, да, внеидентичностную, этическую, то мы что-то сможем понять. Но если мы останемся в рамках идентичности, самозамкнемся, да, мы просто задохнемся в своей идентичности. Да, 100%. Потому я этот пример поднял на поверхность. Я сейчас приведу второй пример, вот, который тоже мне сегодня в голову пришел, там, когда я специально начал приводить цитаты там, из дневника Шевченко, который он там на русском языке писал. И тут же набежали там люди, которые начали говорить, он это писал под цензурой. Он написал... Да, Юр, я читал. Да, да. А ты говоришь... А Булгаков как? Да. А Паустовский да, как? да, то есть... А Гоголь как? Это вы считаете, что цензура была только в отношении Шевченко? Да. А в отношении этих людей не было. Но памятники Шевченко вы оставляете, а эти памятники сносите. То есть у вас двойная мораль. Да. Это двойная мораль. Да. И поэтому получается, что когда ты не замечаешь вот этих, то есть ты требуешь этической позиции от Булгакова, либо от Паустовского. Да, а от Шевченко все прощаешь. Вот. А Шевченко прощаешь на том основании, что он был Пророк. под цензурой и пророк, как бы, да. Ну тогда у тебя не все в порядке с моралью.
и не все в порядке с ценностями, там, и не все в порядке как следствие с теми последствиями, которые вызывает такая позиция. Потому что чем ты отличаешься тогда от большевиков, которых как бы там проклинаешь, там, да, и которые там говорили, вот в этой ситуации нацисты это нацисты, а потом смотришь после 23 августа 1939 года, когда пакт Молотова-Риббентропа прописали, хоп, из всей прессы исчезает слово нацизм и фашисты. Ровно на 2 года, пока немцы не начали вторжение. Там, Ну, да? это при том, что у них уже культур-большевизм вполне себе устоявшийся термин. И, кстати, они не различали. И Малевича, и Кандинского, они тут довалили, говорят, что это все равно все большевики. Хотя ни тот, ни другой большевиками отнюдь не были. Но они представляют собой дегенеративное искусство. Да. И вот здесь, один из зрителей пишет, Віктор Белос, це якісь несумісні речі. Той ФСБшник та Бог, крутий момент, ось таке життя. Этот фильм есть в фильме, этот момент есть в фильме. И вот эти моменты, они показывают, что, вот эту цитату Губермана, которую я люблю приводить, что действительность не бред собачья, она сложнее, она богаче, что на самом деле вот наша перспектива напрямую зависит от способности видеть сложные вещи и выходить за рамки, вот то, о чем говорит Сергей Аркадьевич, за рамки каких-то банальных представлений, базирующихся вот на идентичности, на каких-то стереотипах. Там. Потому что тогда появляются возможности. И буквально вот в этой ситуации, буквально сотни людей выживали. Смотри, Юр, идентичность это неплохо. Когда мы должны отстоять нечто свое, да, мы собираемся по идентичностному признаку. Но когда, как ты говоришь вот сегодня в видео, да, мы куда-то переходим, куда-то идем, идентичность не является ориентиром. Потому что когда мы идем, мы меняемся, а значит мы должны выходить за пределы собственной идентичности. Грубо говоря, мы вместе, и мы можем сказать, вот это наша идентичность. Но когда мы двигаемся вместе, то мы должны найти ориентиры неидентичностные. Из будущего, из перспективы, из осмысления, может что-то, нечто иное, что покажется чужим, необыкновенным, странным, квиром и так далее. И с этой точки зрения движение внутри идентичности невозможно. Движение возможно лишь когда ты выходишь за пределы идентичности. То есть идентичность никуда не девается, она нужна. Но двигаться внутри нее невозможно. Я еще один. Внутри нее можно только загнивать. Я еще вот в контексте Буча приведу еще один пример, который показывает, как это работает. Что они запаковали там массу таких, там фильм с двойным, тройным дном. И там запакованы как бы вот эти символы христианские как бы там в ряде моментов. Так вот, это сделали специально для того, чтобы люди в мире могли понимать, о чем там вне украинского контекста. И поэтому, когда фильм показывали в Ватикане, то кардиналы, которые смотрели, они увидели эти символы, они сказали, ничего себе, так у вас тут как бы двойное, тройное дно, вы очень глубоко философски как бы это все копнули там, да. И вот так вот оно работает, когда ты не мыслишь категориями и рамками своей личной истории, если хочешь донести свою боль, если хочешь донести свою любовь, там все что угодно, как бы там, да, то ты не должен мыслить только сквозь призму своей личной истории, потому что твоя личная история может быть вообще никому не интересна, никому не понятна. Но если ты создаешь, как бы говоришь на языке универсальном, то тогда тебя, во-первых, поймут, а во-вторых, тебя поддержат, потому что ты понятен, ты способен транслировать это на понятном внешнему миру уровне. Там, да? И, собственно говоря, вот этот культурный наступ, или как они там называют, культ-наступ, это на самом деле культ-провал. Потому что это тоже культ-наступ в духе там, петлюровского сбивания там, этих вывесок на русском языке, которые были в 2019 году, в начале 2019 года. Еще... И потом, извини, что закончу, не закончил. И потом оставалось только сказать, ну что, помогли вам эти вывески, когда большевики с белогвардейцами там потом поперли и захватили Киев. Смотри, а еще дети, и, собственно, дети и внуки, они же остро чувствуют фальшь. Вот я бы не хотел своим внукам, да, которые у меня есть, оставить, что там внучку. Смотри, вот ты
вот я тебя оставляю, ты должна ненавидеть русских. Как бы почему? Потому что они вот с 22-го там, как минимум там до 24-й, да, ну кто-то говорит 25-м, ну я сам в свое время говорил, война закончится, да. Вот они очень сильно нас обидели. И это было не первый раз. Они еще нас обижали там в 40-х, да, в 33-м, в 18-м, 19-м. А потом туда еще и дальше, и Сич уничтожил, и все. И вот аж вплоть до 15 века, да. Вот я бы не хотел вот это всю, как бы, вот эту всю ненависть передавать из поколения в поколение. Потому что это хождение по кругу. Ну, то есть я хочу этот круг разомкнуть. Поэтому я хочу, чтобы был переход. Потому что, смотри, мы же уже 3-й раз зашли на этот круг, да? Вот Петлюра, мы не поняли, да? Потом мальникивцы-бандеривцы, мы снова не поняли. Мы 3-й раз зашли на этот круг. 3-й за... Ну, за 100 лет. Меньше, чем за 100 лет, да. Не Мы полно. 3-й раз, ну, как бы как раз 100 лет, да. Мы 3-й раз зашли на этот круг и ничего не поняли. Мы ходим кругами и все пытаемся нашим детям и внукам передать. Вы же смотрите, вы никуда не идите, вы снова идите по этому кругу. Зачем? То есть, а в чем смысл этого хождения по кругу? Чтобы что? Як казав наш Кобзар, на панщину самі йдуть і діточок своїх ведуть. Ну, так это же буквально то, что происходит. Ну, фактически мы возвращаемся на панщину, вернулись в сословное, сословное Тільки общество. ми вирішили поміняти пана. Да. Как бы, собственно, в отношениях изменений не произошло, но ми посмотрим, щось пан це якийсь жорстокий. Мало платить, сильно б'є, а ну давай поміняємо пана. Ну это не является достоинством, это недостойный поступок. Да. Меняты пана, это поступок недостойный. Не, так я еще скажу, как бы, что у нас появляется новое слово. Панщина – это свобода. Ну, это уже... Чисто по уровню. Это особый философский цинизм. Да, ну так нам же так на самом деле говорят, панщина – це свобода, що ми сама вільна країна, как бы, що у нас, значит, тут все так чудово, как бы там, да. И поэтому, когда появляется вот эта убийственная абсолютная информация по поводу этих всех пенсий, когда весь правящий класс выглядит как паразит, который опутал Почему выглядит? Он и есть. Да, абсолютно правильно. Является паразитом, который опутал своими как бы этими сетками паразитарными весь социум. Вот. Тут же мгновенно появляется контрнаступ культурный, типа. И нам опять Смотри, на тарелочке это дерьмо предлагают. Что это по типу? Ну, смотри. Там есть проекты? Нет. Программы там есть? Нету. Стратегии там есть? Нету. Там есть какие-то философские произведения, есть что-то вот любопытно интересное из литературы. Ну, я обнаружить не могу. Что там есть? Вот что действительно там есть? Там есть пропаганда. Там есть пропаганда, суть которой состоит в следующем. Что украинский якостный продукт есть. Это правда. В последнее время можно увидеть якостный украинский продукт. Но призыв к тому, что мы должны потреблять только якостный украинский продукт, приведет к тому, что как бы, к тебе будет приходить так, ты сколько украинских книжок купив за цей рік? Всего 5? Не. Минимум 15, лучше 20. То ты должен докупить еще 10 книг. Ну, как бы. Вопрос даже не, ну, как бы не в том, что как бы тебя к этому принуждают. Вопрос в том, что как бы это уничтожает, собственно, конкурентность самой культуры. Потому что, ну а зачем мне быть конкурентным, если всех заставят покупать, собственно, украинский продукт, кому-то отдав в руки определение качества. Ну, то есть, как бы у нас министерства будут определять, очевидно, которые, ну, представители министерства, они же там были, они все это как бы благословляли. Они определили, что это качественный украинский продукт, значит, ты должен его покупать. И, собственно, это ничем не отличается от Советского Союза. И поэтому, когда Андрей Глигач пишет последнего поста на Фейсбуке, что надо каждый день выдавливать из себя совка, я как бы подумал, а что если многие из вот этих, которые готовят эти культ-манифесты, ну, потому что это же явный совок, на 100% состоят из совка. Ну, ты выдавливаешь, и в какой-то момент
ты тут обнаруживаешь, что ты выдал из себя всего. Что в тебе ничего, кроме совка, не было. Мгм. То есть ты поменял как бы вывеску, да, но ты полностью остался совком. Только с украинским... Ты знаешь, в украинском языке можно было не знать... Господи боже мой. В Советском Союзе можно было не знать украинского языка. И тебе за это бы ничего не было. Вот можно было совсем не знать русского языка и совсем не знать украинского языка. Тебе ничего за это не было. То есть в Советском Союзе ты мог знать только украинский язык. Только. Не понимать русского. И в общем-то жить. То есть, в принципе, это и есть, ну, ты мог таким совком быть. Вот представь себе этот совок, который так и не узнал русского. Но он полностью как бы приспособился к Советскому Союзу. И вот сейчас ему сказать, а ну давай выдавливай из себя совка. Так ничего кроме совка нет. Мгм. Что ему из себя выдавливать? И вот я когда смотрю на эти манифесты, ну я же вижу, это совок. Это чистой воды совок. Пропаганда, тоталитаризм, принуждение, неприятие никаких диссидентов иной мне. Это же все черты этого совка. Причем в самых конченых, в самых тупых и в самых плохих проявлениях. Потому что у совка была, ну, в совке много было чего плохого, но были какие-то планки, как бы, да, была планка пропагандистская даже, она существовала, была планка там организационная и так далее. А здесь это все производится на каком-то вот, ну, просто уровне вот этого хуторянского совка, вот как они его... То есть, да, организационный потенциал нулевой, Да. плановый нулевой, Да. потому что, ну, как бы, нашему президенту далеко до Госплана. Госплан работал так, что планы пятилеток просто-напросто выполнялись. Потом это, конечно, начало сбоить, но я думаю, что в лучшие годы нашим бы представителям бывшего правящего, ныне даже уже не привилегированного класса, следовало бы поучиться. Потому что, ну как бы в Советском Союзе просто планы лучше делали. То, что мы считаем планами, вовсе планами не является. Да. Что там? Что-то пишут? По психотроцкизму. Что? Психотроцкизм? Ну, здесь много. Сейчас я зачитаю. Тут несколько было хороших мыслей таких. Сейчас, секунду. Так. Пошел. Артем Сенько, я вас просил, не тратьте деньги своей семьи. Я помню, что вы жаловались, что вам их не хватает. Вот вы опять за 5 евро или за фунтов пишете, как бы этот. История человечности есть прежде всего история производства и форм собственности. Какую историю собственности предлагает власть? Расхищенной. Смотри, мы проводили на эту тему семинар, и не один, по собственности. И мы выяснили, что собственность — это представление, которое осталось вот в 20, 19, 18 и так далее веках. Мы не можем сегодня рассматривать отношения собственности как не то что незыблемые. Их можно менять, и они меняются, но как отношения, которые вообще позволяют что-либо понимать. Начнем с того, что очень многие отношения поменялись по изменению природы самих отношений. Ну, например, возникли шеринги, да? Возникли вещи, которые принципиально не удерживаются в индивидуальной собственности. Возник контроль за использованием собственности. То есть как бы по всем направлениям, или, например, по потреблению, контроль за потреблением, то есть по всем направлениям собственности, распределения, накопления, производства, потребления, возник целый ряд ограничений, изменений, который уже не говорит нам ничего. То есть борьба с маздайными, да, и проприетарными тенденциями, ну они так называют. Да, мазда — это когда ты обрел монополию, установил собственность, и все остальное должно умереть. Проприетарное — это когда ты всю модель использования распространяешь на все типы отношений. А это не делай, потому что нет интеллектуальной собственности, ты не можешь ее распространять. И вот молодые люди, которые как бы входят, например, в эпоху интернет, и я среди них там в начале 90-х, я считал следующим образом, что если я пишу свои книги и выкладываю их в интернет бесплатно, то я имею право, моральное право,
не подтвержденное судом, имею моральное право скачивать музыку. То есть я как бы осуществляю интеллектуальный обмен таким образом. Я внутри себя достигаю таким образом равновесия. Поэтому говорить мне что-то про, ну, как бы про собственность, ну, я просто так не рассматриваю мир. Видишь, С какого-то момента. видишь, ты генерируешь контент, Ну, и ты выступаешь как генератор контента. конечно. Вот. А большинство же не генерирует контент, но предъявляет свои права на его потребление. И правообладатели контента... Ладно, права на потребление. Они хотят еще установить нормы, не генерируя контент, как мне потреблять. Ну, грубо говоря, вот эти люди, которые собрались, это же большинство из них не писатели, не скульпторы, да, не как бы не кто-то, не, ну как бы, Да и никто. они мне говорят, что я должен каким-то образом относиться к культурному продукту. Кто вы такие, ребята? Ну, если бы это мне сказал писатель, что я бы хотел, чтобы мои книжки покупались. Ну, я бы понял этого писателя, да, или там, я не знаю, скульптор, или художник, или, ну там кто, или киношник. Харари, да. например. Да. Юваль Да. Ноэ Харари сказал. Да, и он сказал, я бы хотел, чтобы мои книги продавались, потому что, извините, я с этого живу. Ну, как бы достойная, понятная мне позиция. Как бы просто я так не делаю. Я свои книжки, ну, как бы издаю за собственные деньги и как бы, ну, либо дарю, либо продаю. Но даже молодым без денег я стараюсь их дарить, да. То есть как бы, у меня есть некие мои моральные представления, внутри которых я все это делаю. И с этой точки зрения мне не совсем понятно, кто эти люди, да, от чего лица они говорят. Ну, то есть они заявляют, что, ну, то есть в этом манифесте, да, утверждение, что культурного украинского продукта, качественного, будет столько, что мы должны его покупать. Ну, это как бы на фоне уменьшения населения страны, на фоне отъезда интеллектуалов за рубеж как-то странно выглядит, потому что, ну, не совсем в это верится. Так самое главное, а зачем об этом заявлять? Производить этот продукт. И, собственно говоря, если Конкурентно. Да, если он конкурентный, то Его будут покупать. его будут покупать, и никаких проблем не будет. Ну, у меня вот, если я вижу хорошая вещь с хорошим переводом на украинском, то мне плевать. Я беру на украинском и ничего внутри, я никакого перехода внутри себя не произвожу. Ну, как бы, ну, часто бывает так, ну, как посмотришь, ну, это далеко от качества, какого бы то ни было. Не потому что плохо сделано, а потому что сделано с такими установками, что они ведут просто в тупик. Например, некоторые фильмы я не смотрю, потому что, ну, я просто знаю, что за этим стоит. И вот есть целый там канал, выделили у нас под украинское кино. Я как не включу, так переключу. Как не включу. Не потому что меня украинский раздражает, меня он не раздражает. Я просто вижу, насколько глупо, безрадостно, бесперспективно, бессмысленно это сделано. И бездарно. И бездарно. Ты сразу это видишь, а тебе говорят, не, дивись, це українське, з чего вдруг? Почему я должен это смотреть? То есть, вместо того, чтобы эту ситуацию понять конкурентным образом, потому что только конкурентное присутствие культуры дает ей какие-то основания, ну, как бы для этого самого рыночного достоинства, да, рыночной цены, рыночной оценки. А если к этому принуждать, то будет то же, что и в Советском Союзе. Нам дают ту культуру, которую дают, принуждают к его смотрению и очень не понимают, а чё ж ты столько советских граждан джинсы покупают, пластинки покупают, роком увлекаются. Почему вдруг? Ну так же ж хорошо, ну включи телевизор, там же ж отличные советские песни. Ну почему? Может потому что людям не хватает каких-то одних песен? Вот человек устроит так, чтобы он любопытствовал и интересовался разным. Так вот, люди, которые вот творят такие манифесты, они запрещают другим интересоваться разным. И возникают, да, вот такие... Идут против человеческой природы. Да, как бы дуальности типа вот, как бы английский и украинский это патриотическая шизофрения, да, как бы. А вот русский и украинский это уже не патриотическая шизофрения. Ну, даже чудовищно на самом деле. Потому что, ну, выбирать внутри таких оппозиций. Это такая лысенковщина нового издания.
Ну, помнишь же, это Лысенко Да, был да. в Советском Союзе тоже, когда. Да, был такой персонаж. Да, вот это вот Лысенковщина нового издания, вот по всем тем же лекалам, по всем тем же организационным формам, только на более худшем уровне. Я радуюсь только одному, что учитывая импотентность всех предыдущих министров культуры, министров социальной политики и министров образования, эти будут не лучше. И поскольку я за этим не вижу никаких ни проектных, ни программных, ни инновационных шагов, то в принципе об этом можно было даже не говорить, Да. потому что никакого культнаступа не будет. То есть можно даже не сомневаться. Но я это разбираю с целью показать, что энергия наша идет не туда, не в ту сторону. Нам действительно нужна украинская культура. Но качество ее должно меряться, собственно, самими потребителями. Не корпорацией националистов, не государством, не активистами, а собственно потребителями культурного продукта. Вот если будет это условие, тогда можно быть спокойным за украинскую культуру. Если к ней будут принуждать, она умрет. Вопрос такой. Сейчас, секунду. Владислав Савчук пишет. Юрий, вы вначале попросили Сергея рассказать про варианты развития событий, но как-то шел разговор в другую сторону. Попросите все же раскрыть тему, что дальше было на круглом столе. Про там сценарий, я так понимаю. какие-то. Смотри, и вот как бы это направление культнаступу, это есть как бы реакция на ситуацию, когда, ну это недавно стало достоянием гласности, мы с тобой подозревали это давно, но стало достоянием гласности, что был момент, когда Путин уже был готов применить тактическое ядерное оружие, тогда состоялась у него беседа с Байденом, и, ну у него или представителей, или как за кадром, но в общем суть в том, что американцы дали понять России, что они не позволят нам выиграть. И в этот момент, собственно, судьба Украины была решена. То есть она была уже оставлена на самовыживание. Ведь помнишь, это длительный период, когда они не голосовали ни за, ни против. То есть нас поставили на паузу. Так клац и на паузу. И оказывается, что суть состояла в том, что надо было принять внутреннее решение любыми усилиями. Я писал про это, и если поднять, собственно, текст летом о стратегировании, надо было мобилизовать все усилия на то, чтобы поставить тыл к станку. Ну, то есть так, как во Вторую мировую. Самим создавать заводы, самим разворачивать производство. И если бы мы в 23-м летом начали это делать, к сегодняшнему дню у нас были бы уже и дальнобойные ракеты, и минометы, и снаряды. Возможно, мы не успели бы тяжелую броню, но это бы можно было бы и восполнить. Но есть вещи, которые можно сделать за год, есть вещи, которые за год не делаются. И с этой точки зрения у нас был этот шанс. Но мы сделали другое. Мы начали вести мощную внешнюю кампанию обвинений, эмоционального шантажа, перетягивания, как бы убеждения в том, что как бы вы не правы и давайте нам снова и деньги, и оружие, и боеприпасы. То есть мы, собственно, поступили недостойно. Мы не стали вровень с партнерами, мы не захотели быть самостоятельными. Мы сказали, что мы не можем это сделать. Мы расписались в собственном бессилии как таковом. И вот с этого момента, собственно, наша участь была предрешена. То, что как бы мы видим сейчас, это вот уже траектория, которая была порождена летом 23 года. Мы тогда вошли в этот тренд, и мы по нему идем, по этому тренду. Поэтому, ну, собственно, тут даже прогнозировать не надо. Как бы все, в общем, понятно. И как бы у меня только один вопрос остался. А зачем до сих пор пропаганда поддерживает тезис о границах 91 года? Ну, в чем смысл? То есть, я понимаю, если бы мы остановили врага, но утверждать, что враг продвигается медленно, и это практическая остановка, ну это глупо. То есть, если враг двигается, но медленно, это не остановка.
остановка это остановка. И когда вы начинаете планировать уже какое-то наступление, но опять-таки, без опоры на собственное общество, собственный тыл, победы не случится. Ну смотри, тема с НАТО сейчас, с евроинтеграцией, я на одном из последних там, своих моноэфиров и эфиров уже этот вопрос поднимал, она же затрагивает еще один глубочайший вопрос по поводу вот этого культурного наступа, мовосврача и всего остального, там, да, и почему они так появляются. По поводу вообще реальных целей украинской вот этой сословной элиты. Потому что, ну вот я на уровне допущения и недопущения, я выдвигаю тезис, что они делали это все не для того, чтобы там вступить в НАТО, не для того, чтобы вступить в ЕС, а для того, чтобы просто иметь жупел, с помощью которого забивать, как я казала моя бабуся, баки украинцам. Вот, и, соответственно, это была форма просто управления социумом. И но когда начало все подходить к моменту, когда действительно нужно предпринимать действия, связанные с имплементацией там, тысяч всяких законов, норм, если речь о Евросоюзе, либо там точно так же как бы там по НАТО, то оказалось, что они делают все что угодно, но производят видимость деятельности, но ничего более. Да? Но этот дискурс сначала, потом эти действия, на самом деле фантомные по поводу фантомной интеграции, они сформировали такую международную ситуацию вокруг Украины, которая сформировала базу для вторжения и для войны с Россией. То есть понятно, что у россиян были мотивации вернуть Украину. Понятно, что они эти мотивации как бы сразу заложили в момент развала Советского Союза в ряд решений, в том числе и по границам, которые гарантировали в будущем, что можно будет вернуться к решению украинского вопроса тогда, когда для этого вызреют условия. И вот прошло 20 лет, условия вызрели, и они начали как бы это все делать. Но мы создали базу для того, чтобы эти действия получили обоснование с их стороны. Ну, то есть мы говорим, мы собираемся в Евросоюз, мы собираем, ну, Евросоюз их не так пугает, пугает НАТО, как бы там, да. Вот, мы идем в НАТО, закрепляем это все в Конституции, там, да, и так далее, и так далее, и так далее. И дальше вдруг оказывается, что когда мы втягиваемся в войну, что ни НАТО, ни ЕС, особенно НАТО, не готовы нас принимать. То есть мы начали маневр с НАТО, с желанием попасть туда, с готовностью пожертвовать и людьми, территориями, потенциалом там, и всем остальным, для того, чтобы прийти в точку, в которой нам в НАТО говорят, ну, вы знаете, не, мы не готовы, потому что... Огромные риски. Да, огромные риски. Да, огромные риски, это не отвечает там, нашим национальным интересам. Бельгия там будет против, хотя сейчас ничего не говорит. Германия там сейчас... И смотри, нам уже открыто об этом говорят, но проблема у наших партнеров в том, что мы не хотим это услышать. Вот нам открыто говорят, там говорят, не-не-не-не. Мы все равно хотим. И туда, и туда. И смотри, а вот когда человек этот спрашивает, говорит, а расскажите про траектории. Мне же надо рассказать, как произойдет обрушение. Ну, как бы я опять про грустном, опять не хочу, пропускаем. Мне надо рассказать о движении. Мы издали на институцию, показали. Смотрите, вот у вас есть... Ой, не. Это мало кому понятно. Это никто не будет делать, никто не... Хорошо, что вы хотите? Ну вот Валерий Пекарь рисует там как бы пункты, как это можно сделать, обойдя солидарное решение. А сделать это можно просто, как считает Валерий Пекарь. Парламент несменный, коалиция. В парламенте создается правительство типа национального согласия. Как его сформировать, не имея легитимный парламент, непонятно. И так далее. А далее уже шаги, как бы, вроде как спасения Украины. Я ставлю вопрос, смотрите, у нас страна не солидарная. И мы между собой, да, ну то есть как бы сами эксперты договориться не можем, потому что все вот эти культнаступовцы, они же с нами разговаривать не хотят. Не ведут дискуссии. То есть как бы они же только с позиции силы говорят, мы вас заставим. Возникает вопрос, страна не солидарна и хочет совершить некоторое солидарное действие.
Налицо противоречие. Возникает вопрос, как создать солидарную легитимность любым парламентским действиям, действиям правительства, президента, как? Страна уже расколота. Мы можем на это закрывать глаза и говорить, как это обычно говорят, нет. Нет, вот тот, кто говорит про раскол, это и есть раскольник. Чего вдруг? Да я же вас постоянно вызываю на дискуссию. Да, давайте договоримся хотя бы между собой. Они избегают дискуссии, а меня обвиняют в том, что я раскалываю. Да, ребята, у вас с головой что-то. Ну явно что-то с головой. Это значит, это как врачу говорить. Врач говорит, у вас там рак или туберкулез или еще что-то. А, не, вы врете. Да, вы врете. Вы все врете. Вы меня пытаетесь запугать. И поэтому, смотри, базовый вопрос. Страна, даже если ее заставят, да, Украина, даже если заставят отложить войну, поставить на паузу, пойти на позорный мир, она останется целостной. Общество удержит страну, квазиэлита удержит страну в целостности. Мы же сейчас стараемся эти вопросы не произносить и не задавать. Без перехода в иное состояние нет. Как перейти в иное? То есть нельзя туда перейти группами. Ну, то есть для определенной группы иное состояние это когда все говорят на украинском и потребляют качественные украинские культурные продукты. Ну хорошо, допустим даже. А дальше что? А с коррупцией что будем делать? Они же про это не пишут. А с олигархами? А с инвалидами-прокурорами? А с неработающей конституцией? С этим всем что будем делать? Мы же не договорились по этому поводу. Мало того, не договорились. Мы не хотим договариваться. То есть те, кто говорит нам что, они же отметают эти вопросы. Вот это потом мы создадим правительство национального доверия, и потом у нас будет и конституция, и экономика. Ну, ребята, так не бывает. Потому что ну вот мы избрали, да, вроде же как бы проголосовали, и что? Вам же показали, что бывает, когда вы до этого не договорились. А бывает, собственно, так, что приходят гетманцевы, приходят вот такие вот горе-министры, которые вам потом рассказывают свои субъективные видения, как страна должна быть устроена. Ну и, в общем-то, почему-то оказывается, что миллионы людей бегут из страны. Угу. И заметь, это пока еще границы закрыты, они уже столько убежали. А сколько побежит, когда они откроют границы? Кто останется осуществлять эти планы национального спасения? А самое главное, останутся ли те, кого надо будет спасать? Угу. Сколько нас, тех, кого надо будет спасать, останется? И кто, собственно, спасать будет? Если, предположим, самый плохой вариант останутся исключительно пенсионеры, кто их спасать будет? Угу. А ведь это вполне реальный сценарий. Так количество пенсионеров останется таково, что ну, молодые их не смогут просто оплачивать. Так это уже реальность. Что молодежь просто убежит вся. У нас уже больше пенсионеров, чем работающих. Ну, и это, смотри, и это еще тренд не завершен. Угу. Но мы же это в манифесте «Культ наступа» не найдем. То есть это считается незначимой проблемой. Угу. Вот это те вещи, которые, ну, те вопросы, которые перед нами стоят. И без ответа на эти вопросы никакого культ наступа не получится. То есть на самом деле повестка Украины это условно говоря как в 17 веке, там, да, когда с одной стороны в Западной Европе начинается переход на капиталистические рейсы, да, начинают формироваться централизованные бюрократические машины, начинают формироваться армии в современном понимании этого слова с уровнем организации, там, логистики и все остальное. Вот. А на землях Восточной Эльбы, на вот эти все начала такой большого скачка, большого перехода, там на все это ответили крепостным правом, повторным закрепощением. Потому что для того, чтобы оказалось, что для того, чтобы удержать людей, которые на огромных пространствах нужны были для обслуживания сельского хозяйства там, и какой-то хозяйственной деятельности, в принципе, Свобода не подходит. Свобода не подходит. Нужно было закрепостить этих людей. И как следствие, эти государства начали проигрывать. Ну, Речь Посполитая в частности. То есть она просто проиграла эту гонку там, да. Вот. И Россия там в этой гонке участвовала.
и выигрывала только за счет гиперцентрализации, которая позволяла концентрировать И необходимые то ресурсы. там уже к 19 Да. веку сложились Да, условия да, для да, либерализации. Да, да. И они вынуждены были все дело открывать. И вот в этом плане Виктор Кореневский в самом начале коммент дал хороший, что схема по типу больного человека Европы в 19 веке. Ну, я напомню, кто не помнит, так называли Турцию, Отоманскую империю в 19 веке. Агрогосударство, которому давали кредиты, реформировали армию, чтобы использовать против России, дожились до того, что сегодня Украина больной человек Европы 21 века. И, и на самом деле вот выбор, перед которым стоит страна вот в этой точке вхождения в переход, это либо она переходит к постулируемому непосредственно крепостному праву, которое фиксируется законодательно. Потому что я вам открою. Смотри, вот мы живем сейчас при крепостном праве, фактически. Да. То есть бусификация, закрытые границы, налоги, тарифы поднимаем, а ты никуда не денешься, да? То есть это типичное, ну ты называешь со словом, но это и крепостное право Да. в тот же момент. И они обратились в Европейский Союз с требованием, чтобы, это, ну, чтобы вы понимали, с требованием, чтобы оставили закрытыми границы после войны. Евросоюз сказал, вы что, вообще гэбу далось, там 28 стран живут по своим правилам, которые как бы уже давно сформулированы, там, почему мы должны стране-кандидату давать условия, которые прямо противоречат свободам, постулируемым в Европейском Союзе. То есть, грубо говоря, мы не можем войти в Европу, потому что мы туда входим с закрытыми границами. Да. То есть они потребовали от ЕС, чтобы эту норму как бы сохранили после войны. Мы к вам входим, но границы закрыты. Не, мы к вам входим крепостным государством, как бы, Крепостным государством. феодально-крепостным государством. И естественно это все разбивается, будет разбито Ну слушай, ну и НАТО же может сказать, что мы крепостных не берем. Да. Но мы ж НАТО предлагаем себя как гарнизон. А НАТО говорит, извините, но у нас другая военная модель, она не предполагает гарнизонного типа стран. А теперь смотри, еще один важный момент. Вот на протяжении всех этих 20 лет, вот с 2004 года, мы часто слышали тезис о том, что мы фронтир, мы хотим быть фронтиром демократического мира. И вот там говорят, фронтир, мы фронтир. Вот как, помнишь, как мы с тобой приезжаем в Крыныцу, вот это выступает, то Гройсман, то кто там еще какие премьеры выступают. И вот это все время, мы фронтир західного світу, дайте гроші, ми захищаємося, ми вас захищаємо. Мы вас захищаємо, мы за майбутнє демократії, дайте гроші. Вот это они вот так вот тасовали, фронтир, дайте гроші, как бы демократия, фронтир, дайте гроші, тому що фронтир, то... И вот это вот каждый раз на каждой конференции это все повторялось. Теперь вдруг оказалось, что фронтир это же место, это точка, где соприкасаются чьи-то интересы, и которая находится постоянно в неустойчивом положении. Из-за этой неустойчивости... Да, там граница двигается туда-сюда. Как бы, и по ходу кто-то там туда что-то летит, сюда летит, как бы какие-то группы людей переходят, убивают друг друга. Там. Да, смотри, в чем проблема? Это же как бы проблема и как бы Министерства социальной политики, которое как бы пытается пригласить людей, прописывая, что у нас тут будут хорошие военные технологии, потому что у нас тут будет постоянно идти война. То есть, есть такой анекдот, да, так вы слона не продадите. То есть пригласить людей сюда, потому что здесь хорошие военные технологии, как бы читай подстрочники, что потому что здесь война. Это очень странная реклама. Она не заинтересует. Вы так эту страну не продадите нашим гражданам, которые уехали. На ностальгии вы не сыграете, как пишет Алексей Кущ, на могилах как бы родителей и дедов вы тоже не сыграете. То есть как бы без изменений никто как бы это не возьмет. То есть в таком виде она не нужна нашим гражданам, которые туда поехали. Возникает вопрос, собственно, хорошо. А как вот просто пиар сделать? Оказывается, что в отрыве от действительных изменений это невозможно. Не продается. В таком виде страна не продается даже своим гражданам, которые очень лояльные покупатели. То есть даже своим гражданам, уехавшим в Европу, Украину не продать. Причому незалежно від того, на якій мові вони розмовляють. Абсолютно.
Потому що молодіж там Західної України, вона не бачить тут перспективи, вона втікає звідси точно з такими же Вот там, бажаннями, смотри, які... там серьезные вещи. Какие Сегодня серьезные? обнародовали статистику, что, оказывается, мы ж поступили очень лживо, некрасиво, недостойно. Мы обозвали людей внутренне перемещенными особами. Хотя, если человек имеет статус беженца, то по международному праву ему много чего положено. Но стоит его назвать внутренне перемещенной особой, на него распространяется только то, что ему наше национальное законодательство дает. И что оказывается? Приблизительно 400 тысяч людей отторгаются в том месте, куда они переехали. По разным причинам. Кто-то потому, что нет возможности найти работу. Кто-то потому, что общество нетолерантно, да? Чужаки, геть звідси. Кто-то потому, что как бы ностальгически и так далее. И люди начинают возвращаться не только на прифронтовые места, но даже на оккупированные. Если так дальше пойдет, у нас с внутренне перемещенным особям будут большие проблемы. Заметь, это не те, кто уехал в Европу, и мы пытаемся их достать. Но если они видят, как мы относимся к внутренне перемещенным особам, то никакой реклама вообще не сработает. Потому что, а что вы с нами? Вы посмотрите, вы с теми, кто у вас остался, что вы с ними делаете? То есть, как бы, это очень плохая история с точки зрения рекламы. Отвратительная история. Нет, так это, послушай, так какая может быть реклама для, допустим, наших мигрантов, которые оказались в той же самой Европе, когда они правилами, связанными там с ТЦК, с паспортами, создали условия, когда выгоднее отказаться от украинского гражданства мужчинам, чем иметь дальше, Чем получить паспорт, да. чем иметь какие-либо отношения как бы дальше с этим государством, которое постоянно плодит проблемы. И это сейчас очень серьезная проблема для миллионов человек, которые там оказались. Причем оказались не только после войны, но и задолго до, которые там по 20 лет живут и не отказывались от украинского гражданства. Потому что ты должен идти в консульство, там они не хотят не продлевать, ничего не... Заметь, так вот это и есть культурный продукт. Культурный продукт — это не романы и не фильмы, и не книжки. Культурный продукт — это нормы государства прежде всего. И если вы делаете государственный культурный продукт некачественным, то вы его не сможете продать собственным гражданам. Вот ведь какая заковыка. Да. Так, здесь еще была интересная мысль, секунду. Секунду, там Маша говорила выше. Так. Там была такая мысль интересная. Секунду. Господи, столько написали всего, что я не успеваю я не успеваю. Полайкать их, да, вот нашел. Полайкать эфир, нас уже смотрят под 4000 на обеих каналах. Так, и значит, Маша сказала тогда, Танвіська, она сказала следующее. Тут якраз питання, що головна етика чи підтримка мас. Щоб політик пішов проти народу, в його ж бажань треба мати яйця і силу особистості. І якщо етика виходить із страху, то це не етика, а залякування. Вот. И, собственно говоря, сейчас еще выше. Так, потерял. И вот Сколекс как бы эту мысль развивает. Языковые патрули в этой ситуации это что-то во мне живущему за границей тяжело поверить. Даже если я верю в весь остальной пиздец, о котором тут часто говорят, то это уже слишком сюрреалистично звучит. Но так, собственно говоря, это и есть превращение, вот произошел переход, когда сюрреализм стал просто несущей конструкцией политического режима. Ладно, сюрреализм. Знаешь, элемент сюрреализма,
он всегда как бы присутствует. Но тут ведь ситуация в том, что государственный контекст дошел до грубого фарса, и все меняется своими местами, как бы. Происходит осознание, что государство работает против страны, ну, просто реально на убийство страны. Активисты преследуют какие-то свои иллюзорные цели. И в чем проявляется сюрреализм? Нигде это в целостность не собирается. Вот ты смотришь президента, он говорит в какой-то параллельной реальности. Потом ты слушаешь национал-патриотических активистов, они говорят в своей реальности. Потом ты слушаешь экономистов, которые обосновывают, почему надо ввести очередной десяток ограничений. Они тоже в своей реальности. И смотри, и нигде ни в одном месте не возникает единая реальность. Поэтому сюрреализм это хорошо, но тут целый набор разных сюрреализмов, которые друг с другом плохо согласуются. И вот когда человек попадает в это, единственный способ у него это просто отключиться. Ну, то есть просто не смотреть никакие новости, кроме новостей с фронта. Ну, то есть как бы зашел утром, посмотрел, сколько наши наколотили, как бы сориентировался, как ситуация движется, ничего не поменялось, мы по-прежнему откатываемся, и все. Боже упаси, смотреть экономические новости, слушать президента, как бы социальные новости и так далее, потому что это не связывается одно с другим. У нас раньше как бы это все связывалось, потому что были политические ток-шоу, потому что были какие-то круглые столы, эксперты как-то общались, и где-то эта реальность, ее проговаривали и договаривались, а теперь оно нигде не связывается. Теперь каждая группа творит свое в своих интересах, и фактически республики больше нет. Вот в Конституции записано, есть республика, но это ежедневный договор, ежедневный. Когда все эти реальности как-то проговариваются и как-то связываются. Ну, и парламент в идеале является той площадкой, да, где это постоянно происходит. Где это постоянно происходит. Если это не происходит нигде, то мы имеем не один сюрреализм, а несколько сюрреализмов. И вот человеческое сознание становится подлинно шизофреническим. Не в языке, а реальность шизофреническим. И вот люди, которые говорят о как бы языковой шизофрении, это одна из сюрреализмов или сюрреальностей, да, которые плодят эту шизофрению. Вот, так это продукт организационной дезорганизации. Это продукт дезорганизации. Дезорганизация. Да. Реальностной дезорганизации. Да. Дэн Кингович такую интересную мысль выразил. У нас возможны параллельно два дискурса: фронтирность и рубеж, которые есть буквальным переводом нашего названия. Рубеж — это всегда культурный и цивилизационный стык, мультиэтничность, многоязычие. Ну, смотри, это допустимый подход, но он не принят у нас как договорной. То есть часть общества ее понимает и принимает, а часть говорит нет. Говорит нет, мы анклав, который против всех, не фронтир. И внутреннее противоречие, так кем же нам быть, да? Форпостом, фронтиром, анклавом. Потому что фронтир это то, что чье-то. В том смысле, что вот есть как бы некоторая территория, она серая зона. Вот это фронтир. А форпост это когда ты представляешь некоторую силу, являешься острием ее наступления. Как бы похоже, но принципиально разная перспектива. Ну, форпост это, допустим, как голландцы в Гоа заняли порт, и вот это форпост их... Да, форпост их наступления. Форпост, он как бы на пути экспансивном, да, он показывает перспективу. А фронтир перспективы не имеет. Фронтир это, кто победит. Причем от фронтира это вообще не зависит. Ну да, вот этот фронтир в Северной Америке, когда европейские как бы колонисты идут постоянно с востока на запад, а для индейцев фронтир постоянно как бы связан с их отступлением, потому что они просто не могут его удержать. Им не хватает организации, ресурсов там и всего такого. Вот. Так, Володимир Андрійович пише: реальність, до якої взиває
Дацюк є сюрреальність. Які рецепти від Сергія для життя в сюрреальності, якщо наступні 10 років нічого не зміниться? Во-первых, наступні 10 років не може нічого не змінитися, тому що країна припинить існування. То есть, вот, смотри, вот если сейчас ничего не делать, то в течение года Украины нет. И тогда мы вот про эти 10 лет будем рассуждать уже с позиции разных политических субъектов. То есть через 10 лет не будет такого субъекта, по отношению к которому мы с тобой бы, ну, нам было бы интересно вести беседу. Потому что, ну, если все идет так, как идет, то мы должны будем рассуждать о частях территории, которые, ну, как бы у которых разная судьба и разная перспектива. Для того, чтобы рассуждать о целостной Украине, ее надо собрать в целое. Собрать целое. В экономике, в социальности, в политике, в культуре. И это собирание в целое является договорным. Как только вы думаете, что некоторая одна сила политическая или активистская может проделать эту сборку, вы ошибаетесь. Потому что это просто гражданская война или попытка насилия хунвейбинского, да, которая ни к чему не приведет. У хунвейбинов не было организационной стратегии, поэтому им позволили резвиться, а потом так же быстро и зачистили. Да, они вообще были инструментом изначально. Вот, ну поэтому судьба этих людей, вот, которые сейчас мне про культ наступ рассказывают, точно такая же. Они просто не понимают, что они как бы им позволяют резвиться, покуда они имеют дело с конченным украинским государством. Но как только в этой территории появится перспектива не наша, ну а скажем там европейская или США, их зачистят в мгновение ока. Они даже ой не успеют сказать. И вот у них нет этого осознания. Они думают, что с ними будут вот как бы тут шутки шутить, как бы наши государственные мужи с ними шутят. Потому что эти занимаются коррупцией, им по барабану вообще кто за какой язык борется. Угу. Но как только они станут на пути действительных экономических интересов, а это обязательно произойдет, потому что нас призовут к ответу. То есть все же думают, что это нам бесплатно дают оружие, деньги. А когда придут и потребуют, ребята, ну как бы вы ж как-то отстояли, да, в каких-то границах, а теперь надо платить. Слушай, так это же как же было в 2018 году со Скоропадским, когда ведь Центральная Рада взяла на себя обязательство, что мы там поставляем такое-то количество миллионов пудов зерна, там, яиц и все остальное. А потом проходит месяц-два, немцы смотрят, что Центральная Рада вообще не имеет никакой организационной спроможности и не способна выполнять эти договоренности. В сад. И они сказали, Все в сад. браты хлібороби, в цирк, туда, давайте, гетьман Скоропадский, приехали. Вот. И, кстати, это еще ответ на вопрос вот относительно того, что, ну что там Россия завоюет всю Украину. Нет, она не завоюет всю Украину, потому что у нас, во-первых, у нее есть свои собственные организационные там ресурсные ограничения, а во-вторых, есть обязательства, которые уже там Украина взята перед Западом, и тем более, что мы сами озвучили, что готовы ресурсами расплачиваться за эти обязательства. И все, поэтому для американцев особо не принципиально там будет на 300 километров восточнее границы, либо на 300 километров западнее. Но для них важен функциональность, которая может обеспечить данное государство. В фильме «Ты не бойся, я с тобой» есть такой момент, когда он говорит: слушай, отдай зуб. Не отдам. Че? Ну, ты мой зуб. Нет. Он не твой, он даже не мой, он ихний. Угу. Вот точно так же вот как бы эта ситуация, что люди предполагают, это про каратистов фильм, по-моему. Да. Там Дуров, по-моему. Да. И как бы это приблизительно та же ситуация, что они думают, что это все еще их. То есть президент публично с парламентской трибуны произвел торг мирового уровня. Вы нам, мы вам. И вы думаете, что это все еще ваше? Я просто удивляюсь, что молчат олигархи. Впрочем, они все давно уже и так понимают. Так они уходят. Олигархи выводят бабки, выводят весь кэшфлоу, который тут есть. Они генерят, все, после того, как он сгенерировался, переводят его ну, то есть, фактически, в Румынию. Там смотри, они не верят уже в свое государство. Смотри, и коррупционеры действуют точно так же. То есть мы имеем дело с мародерством 80 уровня.
80-го левела, да? Да, То есть да. это мародеры 80-го левела. Олигархи мародеры, коррупционеры мародеры. И группы как бы национал-патриотических интересов тоже мародеры. Потому что, ну, а что они делают? То есть как бы они же признали, что есть свои, есть не свои. Не свои нам не интересны. Потому что там будет с Восточной Украиной, ну, это же тоже мародерское отношение. Мгм. То есть это отношение, которое не предполагает целостной Украины. Но только своих. Ну, теперь возвращаясь к вопросу относительно того, там, что делать и кто будет делать. То есть сделать что-то смогут только те, кто видят в Украине целостность, там, которая способна, в которой они собираются жить, во-первых. Потому что из того, что только что сказал... Смотри, только тот, кто видит Украину как договорную республику, может что-то сделать с ней, как с республикой. Мгм. Кто видит ее как этнически национальную, где вот этот вот культ наступ, ну тут все понятно. Культ наступ, прикрывающий... Да, коррупцию, да. Да. Мародерство. Да. Поэтому на самом деле организационно культ наступ все проиграл уже. То есть это, ну, это реально агония, Ну, потому что она никого, да, не, ну, то есть, как она бы, никого не вдохновляет. Заметь, люди смеются. Да. Они не возмущаются, они не говорят призвать их к ответу. Над этим просто хохочут. И вот как бы те, кто это затеяли, они меньше всего надеялись, что с этого будут смеяться. Но ситуация дошла уже до такого безрадостного абсурда, что ну, как бы над этой глупостью можно только посмеяться. Да. И это напоминает то, что Паустовский в «Фиолетовом луче» писал. Помнишь, когда в цирке вышел, не в цирке, а там где-то в каком-то кинозале, вышел министр Балянсев там, или финансов, как ее называли, и испытал москали в зале. А поскольку там, говорит, было большинство москалей, все добродушно засмеялись, как бы, та що ж ви сюди понаїхали, жертвы наше сало там и все остальное. Ну, понятно, что он там гиперболизировал, там, да, но походу как бы вот все добродушно ржали с этого, как бы, там, с этого зрелища, потому что понимали, что оно ненадолго. И абсолютно не случайно, как оказалось исторически, там, да. Поэтому, то есть не стоит вопрос на повестке дня, останутся они или не останутся. Они не останутся. Ну, в этом нет никаких сомнений. Вопрос ключевой заключается в организации тех, кто останется. В момент, когда вот начнется несущие конструкции, вот эти все начнут падать. И какой ценой мы заплатим за сохранение государственности. Но опять-таки, я советую посмотреть финал вот нашего эфира с Константином Гадаускасом, который вот перед этим эфиром с Датюком был. Его последние слова — это волонтер, который 203 человека вывез из Бучи, Ирпеня, Ворзеля, там, да, и ну, украинцы просто обязаны знать этого героя, по мотивам действий которого был создан фильм «Буча». Что вот он как раз абсолютно правильные вещи сказал, что тогда в марте 22 года мы генерировали солидарность и свободу, которая базируется на человеческой доброте, на стремлении человека идти к добру, там, да. Вот. И Ну, вот, Юр, ну, у меня есть свой взгляд на это, потому что речь идет о том, что Киев это не просто город, это большая агломерация. И в принципе Киев защищали киевляне плюс агломерация. То есть это сплоченные люди, это люди, знающие территорию, это люди как бы готовые и понимающие, где какие ресурсы есть, как их можно использовать. Когда все то же самое мы попытались масштабировать на страну, не получилось. Оно оказалось немасштабируемо. не, я с тобой не согласен, потому что все то же самое происходило в других Да, локациях. вот там, где есть локация, люди знают друг друга и люди могут самоорганизоваться, это сработало. Как только ты растягиваешь это на целую страну и тебе надо координировать разные подразделения людей из разных городов, с разными видением, с разными языками, представлениями, оно не Да срастается. нет, ну это было в марте, как бы, когда Да, именно. подожди, это было в марте, когда с абсолютно разных регионов Хорошо, люди задам вопрос координировались между прямо. И собой. почему это летом 23-го не сработало?
Да Оно же вроде было. Так потому что старая организационная форма вернулась. Вот, и я ж всё. тебе про это и Да. говорю. Но это не говорит о том, что это невозможно. Это говорит о том, что у людей Нет, было доверие это к говорит о том, государству, что мы не которое... можем это масштабировать, потому Нет. что у нас нет таких представлений. Не, это как раз об этом не говорит, потому что это уже было реализовано. Просто государство вернулось, вернуло с собой аппарат насилия. Да. Вот, и И дальше показало, что это при государственном обратном населении не При работает, таком а работает только на договоренности как бы вот этого. А теперь это государство находится в ситуации полураспада. Да. Вот и все. Поэтому это как раз создает возможность для того, чтобы новые формы жизни они просто взломали как бы вот это прогнившее все старье. Ну, ты же понимаешь, что теперь это намного сложнее сделать. Почему? Почему? Масштабы другие. Так если мы, Ресурсов меньше. Подожди, так если мы в масштабе в этом уже действовали, если у нас есть поддержка внешняя, несмотря ни на что она есть. Смотри, давай я в чем тебе так проблема? объясню. Если снова подойдут к Киеву, мы снова будем действовать так и отгоним. Но проблема в том, что на большом фронте, который представляет сегодня себе наша война, мы не можем так действовать, как в отдельной агломерации. Вот не можем. Так У нас не хватает. Так мы действовали так не только в отдельной агломерации, мы действовали так по всему фронту тогда. Об этом же И что потом случилось? Так мы же только что сказали, что случилось. Вот как только ты возвращаешь маневренную составляющую государства, основанную Третьей Республики, как я называю, основанную на доверительных отношениях, на горизонтальных связях людей, то все начинает играть сразу красками. Вот. Так как туда? Ну, ты не можешь вернуться, потому что ее не было, а туда надо проложить путь, то есть туда надо сделать переход. Да. Как? Так этот переход будет связан просто с условиями, в которых мы окажемся. Когда другого ничего не останется. Да. Ну, может быть, может быть. Да. Дай Бог. Да. Дай Бог. Вот так вот. Вот такие пироги. 4000 человек нас смотрят. Полайкайте эфир обязательно. И будем заканчивать. Да, ну как бы мы обозначили, что это логика перехода к Третьей Республике, прежде всего, которая столкнутся с вызовом фронта. Ну, в смысле, вызовом войны. Но в этом смысле, да, может республика и так возникнуть, как фронтовая республика. И это был бы неплохой вариант для нас. Мирошник Александр спрашивает вопрос. Какой смысл вложен в окошко на обложке Конституции? Пусть Дацюк расскажет. И Конституция сзади, вот за Дацюком. Это пустое пространство. Там, у Фламариона, было, то он вылезает за пределы мира и видит скрытую механику мира. И эта скрытая механика там вырезана, да, сделано пустое пространство, чтобы мы представляли, что мы пока в той ситуации, где скрытая механика не видна. Для нас она пустая. А вот мы высунули голову, как бы, и пытаемся это все распознать. Потому что если бы была прорисована скрытая механика, это значит, что мы ее уже видим. А мы ее не видим. Мы только туда высунули голову, и где-то скрытая механика, у нас пустота. То есть мы ее должны еще увидеть, описать эту скрытую механику. И вот Конституция, она про это. Это попытка рассмотреть эту скрытую механику, но она еще до конца не ясна. Кстати, книжки же все продали, я так понимаю, да? Да, да. Мы сейчас немножко еще доиздадим, экземпляров 10, но как бы мы немножко до архитектуры человечества доиздали, там где-то 20 штук. Вот, так что можно на те же адреса отправлять, ну на тот же адрес. Отправлять, хотя ты сказал, что у тебя есть там уже заказчики, Ну, да? у меня есть заказчики, Да. которые хотят, но если Да, если кто хочет, я, да. я адрес поставлю, там Да. пусть допишут. Вот, хотя я уверен, что еще несколько сот точно купят этот. Хорошо, значит, завтра у нас, я еще раз всем советую, во-первых, 7 ноября всем пойти на фильм «Буча», о котором мы говорили в начале, в конце. Посмотрите прошлый эфир предыдущий, эфиры с Гайде и эфиры с Станиславом Тиуновым и психологом, который вот у нас с Аней, который был несколько дней назад. Мы тоже фильм «Буча» рассмотрели. Значит, завтра у нас будет тоже несколько классных эфиров. Во-первых, будет Бабель Алексей Бебель будет с
темой революции в Германии в 19 году, Версальский мир, вот это все, короче говоря, все вот эти вот события, которые были связаны с поражением Германии в Первой мировой войне. Там очень много интересных параллелей. Потом у нас будет Чедалума по кризису УНР с Ольгой Михайловой. Мы сделаем совместный эфир. Чедалума еще не знает, но я уже знаю, как бы, что вот мы это именно так сделаем. И Чедалума у нас в гостях будет несколько дней подряд, поэтому 3 дня подряд мы будем делать с ним эфиры. Я думаю, что Исторический день у тебя будет. завтра будет исторический день, да. И будет Оля Бежанова из Штатов выйдет своим взглядом на избирательную кампанию в США. Почему украинцы голосуют за Трампа? Вот такая будет тема. Потому что, ну, есть действительно как бы... Ну, я сам трампист. И первый раз был трампист, и предсказывал ее победу, и в этот раз трампист. Да. Ну вот видите, даже я как бы открываю для себя Дацюка с новой стороны. Да, наши футболки с медоедами, где можно купить, тоже можно ссылку. Вы их еще не можете купить, потому что мы вот сегодня как раз разговаривали там с человеком, с которым мы это сейчас все делаем. Я думаю, через 2 недели это все будет уже как бы мы запустим, потому что, ну, видите, все время пробуем мерч, пробуем ткани, пробуем производителей там, и так далее, и так далее. Через 2 недели, я думаю, как раз вот после фильма «Буча», когда он пойдет в прокат, мы это все дело запустим уже, и можно будет купить и футболки, и худи, там, и все остальное. И я думаю, что будет к тому моменту и фирменный бренд тоже готов, который тоже мы как бы проработаем. Вот. И ну все, на этом спасибо, что смотрели. Полайкайте, пожалуйста, эфир. У нас хорошо сегодня смотрели. Распространяйте, вы знаете, что делать. Вывешу сегодня мыло, куда нужно писать по архитектуре человечества. И заодно и Олину книгу тоже как бы прорекламируем, потому что еще она есть. По Скоропадскому все, значит, еще есть в достаточном количестве, так что тоже те, кто не купили, предлагаю купить. На этом заканчиваем, обнимаем, целуем. Юра, Сережа, пока. Да, всего доброго.